Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Сразу ставьте лайк за то, что я снова с вами. Сегодня у нас с вами небольшое такое лайтовенькое видео, небольшой поиск разного рода металлолома. Сейчас пройдемся вот здесь, рядом с огородом, просто посмотрим, что здесь валяется. Я недавно ходил здесь за огородом буквально с металлоискателем, вот где Белая башня проходил. Вот что удалось мне насобирать. Я даже был удивлен, откуда здесь всякие разные вот такие вот шестерни, какие-то запчасти от грузовой машины, наверное. Или вот это вот от рессора, мне кажется, часть. Я, конечно, не знаю, я не особо профессионал в этом роде. Эти вот железки я нашел вообще у себя вот здесь вот. Раньше у меня был огород вот так вот шел, вон он, остатки его идут. И то есть вот тут вот, прямо буквально вот за вот этой кучей земли, здесь раньше походу сжигали свалку, свалка была и закопали. Я примерно откопал это на сантиметрах, наверное, 20, на 15-20 начинается всякий мусор. Вот у меня пропищали такие сигналы, вот эту вот тоже отрыл, вот всякая фигня, потом звездочки какие-то, запчасти, то есть... Здесь буквально свалка, вот на этом вот месте свалка. Арматуру нашел за огородом, чашки всякие, вот металл цельный. Также во время поиска напоролся вот на такой вот радиатор. Я не знаю, что там в нем внутри, стоит его раскрывать или прям так нафиг сдать. Мне кажется, там внутри ничего нету. Конвекторный такой вот обогреватель кто-то выкинул, но шнура не было. И, кстати, в той куче сена, в которой он валялся наверху, там что-то пищало, может даже там в этой траве и кабель валяется, не знаю. Сейчас пойдем с вами и все посмотрим. А мой металлолом, еще там вон у меня куча стоят. Так и продолжает лежать, даже не знаю какая цена сейчас. Его нужно весь перебирать, то есть его вот сюда на место вот этой кучи надо складывать, так как здесь рабицу порвет КамАЗ, если заедет, да он тут и не подъедет, мне кажется, там вон яма. Если только вот сюда, это все надо перекладывать вот сюда. То есть надо возить отсюда песок, а это все складывать сюда. Мелочевку в мешки, в бочки. Но вот по моему состоянию здоровья металл, походу, так и останется валяться до, не знаю, до осени, наверное. Если осенью поднимется цена, то, если все будет со мной в порядке, то я его сдам. Сейчас я даже ничего не стараюсь с этим делать. Надо как-то вот отсюда, вот здесь у меня картошка растет, отсюда вот это вот все повышвыривать потом. Вот это вот тоже убрать отсюда. Также проведем с вами сегодня небольшую разведку. Сгоняю на велосипеде по местам, где обычно что-то выкидывают. Посмотрим, может что-то и попадется. Все, друзья, всем приятного просмотра. Поехали. Магнит забыл. Вернулся обратно за магнитом. Смотрите, какую банку я откопал. Нашел ее металлоискателем. Мойва. Тушка жирная. В горчичной заливке. СССР. Какой год, интересно. Есть тут где-нибудь или нет? Может, на крышке был. А здесь что-то я не наблюдаю. Ароматные. Как вот чисто по моим предположениям, я думаю, когда строили вот эту вот башню, остались всякие отходы. Там зарыли, здесь трактор разровнял, так как вот до сюда идет, и здесь вот как такой вот бугор. Думаю, вот бульдозер двигал, уезжал, двигал, уезжал. И вот тут вот железо я как раз выкапывал. И вон там еще, где дерево стоит, две тоже хорошие железки выкопал. Там вон еще какая-то жесть, наверное, миллиметра 3, то ли бочка какая-то толстая. Она здоровая, я попытался ее выкопать, но со своей спиной нифига у меня не получилось. Яму оставил, вон доски накидал. Может, потом когда-нибудь и выкопаю. Также и в этих местах вот пару таких нормальных железок мне попались. Но здесь пусто. Пищит на все, потому что мусора дофига. Здесь вон помойки одни кругом, вообще нереально тут с металлоискателем ходить. Вот на крупные поймал, добрался до первого места назначения. Здесь кто-то лошадиные гвозди выкинул, целое ведро он притащил. Кто-то печку топит, с гвоздями всякий мусор кидает.
или отапливает, не знаю. И притаранили такие вот гвозди. Сейчас магнитом пособираю. Буду и банки всякие собирать консервные заодно. Местность почищу от мусора. Кидают. Задолбали уже. Хоть говори, хоть нет. Все равно придут и не увидишь, когда и кинут. Проверил вот эту кучу, никакого кабеля не оказалось здесь от конвектора, а вот это вот похоже медь, нифига себе, толстая такая жила, даже две, вот еще что-то валяется, не знаю, медь, не медь, да, походу да, возьмем, еще алюминька. Вот еще. В том году, в мае, в начале мая, какой-то имбецил поджег вот эту помойку. Здесь с краю вот все выгорело. Я здесь уже собирал. В самых моих первых видео там есть железки, найдены отсюда. Вот железо. Банки. Банки тоже возьмем. Я обычно такое железо не собираю. Кто в городе собирает, все берет. Но у нас пока металл есть. Я такое не беру. Раньше мы отсюда пацанами телеки таскали всякие, выкинут в траву. Здесь трава большая была, вот крапива. Снова партия гвоздей, но здесь поменьше. Никак на прошлом участке. Блин, дождь начался. Вышел, называется. И так сегодня с самого утра шел. Вот только перестал. Я собрался погулять. Как бы он не усилился, а то пришлось бы закруглиться. Его продолжить, наверное, уже завтра. Так как сегодня уже потом стемнеет. Опять ведро нашел. И на ней, похоже, медная проволока. Мягкая, наверное, медь. Кажется, да. Опять находка. Какое-то железо. Форма для выпекания, что ли, какая-то, да, была. Труба гнилющая. Но смять пойдет. Тут в яме чего только не было. Раньше чего только не кидали. Но все уже ушло. Не знаю, на какую глубину. Здесь было раньше, чем поживиться. Там уже вон вообще ее сравняли. Тут колодец где-то. Че, пацаны, продам колеса, кому нужны. Хорошие покрышки. Тонус. Шелся так. Ничего не попадается, но опять кто-то выбросил с печки всякую мелочевку. Сейчас опять с магнитом сюда. Дождь не перестает. Это плохо. Так, друзья, завершается мой здешний поход. Зашел на кострище, которое жег мой сосед. Здесь огромная куча с мусором была, ветки всякие, всякий хлам. И здесь после всего сожженного осталось немного разного металлолома. Офигеть, уже полосы пожарные распахали. Молодцы, оперативно в этом году. Приехал я, друзья, на нашу излюбленную бездонную свалку.
этого всего не было. Но уже появилось. Опять от масла канистра. Вот вилка какая-то валяется. Тоже ее возьмем. Что-то я не уверен, что это латунь. Ну ладно. Сумки какие-то валяются. Провода. Куски. Вот еще вилка одна такая. Тоже заберем ее. Куски медных проводов. Форсаж. Кассету кто-то выкинул. Еще одна сумка. Вот я вот не понимаю вот таких людей вообще вот, ну просто не могу понять. Зачем вот это вот надо было все везти в лес? Ну неужели вот нельзя было вот проехать мимо мусорного ящика, вот эти вот сумки, сапоги, вот это вот выкинуть? Я просто, я не знаю, как это объяснить. Только, друзья, вот кто новенький заходит на канал, ради бога, не пишите: лучше бы ты это убрал, а не снимал. Ты ищешь железки, а у тебя тут говно, типа под забором тебе кидают, а тебе пофигу на это. Даже не пишите, я не буду с вами спорить, это бесполезно. Вот от дороги начинается, идет, поворачивает туда и туда еще так же, как здесь. Тут этот бок засрат, там сейчас поедем, еще одна свалка. Раньше убирали, почему, не знаю, сейчас постсовет ничего не предпринимает, я без понятия. Раньше ликвидировали эти свалки, закапывали тракторами, разравнивали, ставили табличку: мусор выкидывать запрещено, штраф. И люди не выкидывали больше в то место. А сейчас что творится, я не понимаю. Возят, все засрали, весь лес засрали, заговняли. Мне как-то в комментарии кто-то написал недавно: давай собери народ, будет тебе крутой контент, уберете лес. Блять, тут лес убирать, тут пи***ц. Вот это вот одна часть мусорка, там вторая, через 50 метров третья, там, блять, еще одна мусорка. Это просто стихийные свалки, их уже никак не уберешь. Другие пишут: сожги, сожги, блять. Извините, у меня немного бомбит на таких людей, ну прям я не знаю, но умники чересчур просто. Ага, интересно только, кто убирать пойдет. Все лишь бы подальше от себя. Вон у меня прям за огородом, блять, валют. Говори, не говори, хоть кол на лбу чеши, все равно сыпят. Такой у нас народ. Не только у меня в регионе, а везде, наверное, такие люди есть, которым лишь бы типа пофигу, что баки стоят мусорные. Да нахрен они нужны, поеду в лес отвезу. Насру еще где-нибудь под сосну и домой уеду. Кто-то, может, друзья, сейчас из вас скажет: что ты на помойках металл еще ищешь, у тебя же есть инструмент, пошел бы, накопал. Я вот только был позавчера здесь были ужасные болота, и наступить нельзя было, просто тонули сапоги. Я даже сюда не совался, ходил туда, наверх. Оттуда будет следующее видео, я надеюсь. И я сюда заехал не просто так, несколько железок я нашел как раз таки наверху. Я их запрятал. Сейчас мы с вами возьмем сумку и заберем их. Пройдусь еще сейчас тут. Но здесь копали. Здесь копки одни. Вот, все перекопано. Что-то доставали уже с металлоискателем. Кто-то проходил. Разровняли здесь все. Но металла не особо много было. Даже тракторист, бульдозерист, который вылазил отсюда, он говорит, вообще что-то ни о чем здесь не было ничего. Значит, все внизу осталось, глубоко, походу. Вот так вот. Ну, хотя бы я с этих куч успел набрать 200 килограмм. Хоть что-то. А вот когда разравнивали, я это как раз не застал. А пришел уже, было поздно. Нашел я какую-то железку. На поверхности прям была, не знаю, металлоискателем. Может, здесь сюда не подходили, не забрали. Здесь вот была видна. Она, правда, в каком-то говне, опять в мазуте. Ё-моё. Ё-моё. Но все равно заберем. Тут не оставим. Так прилично. Не знаю, если мазут соскоблить, сколько она будет весить. А так 2 килограмма тут прям по-любому есть. Такие вот ямки. Небольшие совсем. Копковые. Вот.
Нет тут ничего. И тракторист тоже. Одному человеку сказал, а я с ним разговаривал, он мне говорит, что что-то тут совсем ничего нет. Тут еще болото, сюда мы вернемся, когда станет по суше. Тоже здесь полазим с вами, может что найдем. Вот маленькие ямочки тут всякие выкопаны. Вот он, мой небольшой схрон с тех краев, на тех опилках, на большой горе. Ложку какую-то там нашел, алюмишку. Вот этот медный проводок я здесь где-то зацепил. Проволока, арматурина. Вот еще арматура. Блин, заехал, утку спугнул. Еду на очередное засратое место. Надо уходить, пускай обратно садятся. Во, блин, гляньте, и на помойках копали. Ну, похоже, это был алюминий, и его не забрали, могу ошибаться. А здесь видно проволока. И перестали копать, бросили. Блин, хотел уехать. Таз нашел. Придется его тут оставить. В другой раз приехать. Блин, он с краской. Вытряхивать не буду. Тут оставлю просто. Потом приедем сюда для отдельного видео. Обследуем здешнюю, так сказать, территорию. Сюда точно тележку нужно брать. О, крышки. Ну что ж, вот, мне кажется, выкопали ее и не забрали. Вот что тут хотят найти, я не пойму. Тонну металла сразу или килограмм на 50? Не понимаю. Вон вижу опять крышку. Сюда точно надо наведаться. Территория здесь большая. Если тщательно проходить, может даже 2 видео сделаем. Тут еще металлоискатель бы можно применить. Фиг его знает, что здесь бросали. Тут вот следы от отвала, сдвигали какой-то мусор. А здесь вообще, походу, экскаватором вон копали. А может, нет. Офигеть тут. Ё-моё. Металл какой-то. По-моему, металлические. Тяжелые. Возьмем дома, посмотрим. Ну, по-моему, с какого-то металла состоит. Да, я думаю, это не ручные раскопки. Только как сюда трактор заезжал? Вот сюда, вот здесь, отсюда, наверное, где я стою. Да, что-то тут, походу, нормально копали. Вон, сейчас к тому колодцу подойдем. Так, друзья, последний наш сегодняшний сброс. И здесь прямо таки вообще и медяшка, всякие мелочевки, пробки. Сейчас, ух, ё-моё, тут сколько всего. Ну, это магнит нужно, чтобы собрать. Тут, видать, латунные, желтые. Сейчас беру мешок, собираю. Может, еще что попадется, покажу вам. И еду домой. Более-менее крупняк пособирал. Остался мелкий шмурдячок. Вот еще какая-то железка. Тут дрель валяется. Разобрана, не знаю. Кто-то ее разобрал здесь или как, не знаю. С нее вот такой вот шнур выдернул, торчал. И ящик с инструментами. Одна мелочевка здесь. Ничего брать и нечего.
что ж, друзья, сегодняшнее видео подходит к концу, и я бы хотел уведомить вас о том, что будет дальше с каналом. Меня постоянные зрители, особенно кто очень часто оставляет комментарии, самая активная аудитория, просили не удалять канал, остаться, снимать дальше, пофиг бы, что снимал какую-нибудь херню, но чтобы не удалял. Мне самому было очень жалко удалять. Весной подписки очень хорошо пошли, на сезон у меня было море планов, просто море планов. Хотел исследовать разные места по максимуму своей местности, но крупногабаритные металлы теперь мне не под силу. Я даже в настоящее время не могу вскопать огород. Что уж там говорить о железках, что-то там крячить. Я в тот момент не то чтобы в депрессию в какую-то впал, просто меня задолбало мое здоровье. Я думал совсем о другом, как буду дальше жить и работать, о железках вообще не хотел вспоминать. Как вы знаете, когда человек болеет, ему нахрен ничего не надо. Становится чуть лучше, сразу появляется настроение что-то делать, хочется покопаться снова в железках. Я хотел создать вообще другой канал, уйти на какую-нибудь другую тематику, на другую тему какой-нибудь канал завести. Ну, например, перейду канал на какую-нибудь игровую тематику, допустим, на старинные игры какие-нибудь, фифушную тематику или на ПК тематику что-нибудь замутить. Вообще, наверное, еще займусь компьютерной помощью у себя в селе, лишняя копеечка все равно надо будет, так как мне эта тема про компы тоже очень нравится. Небольшая база знаний присутствует в небольших простеньких ремонтов компьютеров. Ну, в общем, не знаю. А по факту по каналу я решил остаться, но это но заключается в том, поиски будут, но умеренные, то есть тяжести под запретом, будем всякий цветмет искать, железки, которые весят не по тонне. Ну, в общем, как обычно, только не будем переусердствовать. После моего поста об удалении начали отписываться люди, отписалось где-то примерно 10-12 человек, но на их место пришли уже новые зрители. Также отписались 10 человек после трэшового видео с болгаркой, это уже вообще отдельная история. Для видосов такого формата нужно, конечно, другой канал заводить и выкладывать туда всякую такую дичь. Так как аудитория у меня всех возрастов, от 18 до 45, даже 65 и старше смотрит, как я лазю и ковыряюсь во всяком говне. Ну, кто понял тот юмор, тому уже от меня огромный лайк. То видео скорее было таким, как кто-то написал, крик души, хоть что-то позитивное в мое последнее время. Были даже и такие недовольные, что типа отписка, мат на мате, ты не уважаешь подписчиков. Что такого в мате, что проявляет неуважение? Якобы я смотрю видео с ребенком, а ты материшься. Народ, я скажу так, для всего этого есть наушники, также можно сразу отключить видео, если видите, что я там матюкаюсь, и вообще смотреть с ребенком, как я зависаю в очередной помойке, ну это как посмотреть, это уже сами судите. Мое мнение таково. Неуважение к подписчикам – это рекламить всякие ссаные рулетки, казино, левые конторы, всякий развод, букмекеры сраные всякие и прочую хуйню. Вот что заключается в моем понимании не уважать своего зрителя. Взвешивать сегодня, к сожалению, мы ничего не будем. Я все бросил в одну кучу, так как не было никакого настроения и просто забил. У меня есть еще одно снятое в апреле видео перед самой Пасхой. Нужно только смонтировать, ну и как-то привезти из леса всю эту арматуру и прочие железки. До сих пор там все валяется, если никто не упер. Потихоньку переправлю как-нибудь себе в огород на днях. А на сегодня я с вами прощаюсь. Что-нибудь да буду выкладывать, было бы только здоровье. Больше обещать ничего не буду заранее. Весна уже прошла, а я опять обосрался, и дела не идут. Не нужно, наверное, было так сразу ко всему относиться, что я так вспылил. Нужно было просто переждать и поставить канал на паузу. Посмотрим на простой канал, не попал ли он в теневой бан ютуба. Видео давно не выходили, отписки шли. Если что, создам новый и все ролики заново залью. Всем пока, друзья, увидимся в новом видео.